Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео хочу поделиться своим опытом после использования некоторых товаров для кухни, которые были приобретены на платформе Wildberries. В начале видео короткое слайд-шоу с теми товарами, о которых пойдет речь в данном обзоре. И если вдруг вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, и я расскажу об этом товаре поподробнее. Приятного вам просмотра! А начать мне хотелось бы с приятной мелочи. Точнее, это формочки для варки яиц. Сейчас, возможно, кто-то скажет, что это баловство, и, если честно, изначально я приобретала эти формы для того, чтобы варить яйца в виде звездочек, цветочков, сердечек для своих племянниц. Но в итоге формы оказались настолько удобными, что теперь даже себе я яйца варю именно в таких формах. В наборе 4 пластиковые формы с закручивающимися крышками. Ни при получении, ни при использовании никакого аромата пластика не слышится. На каждой крышке есть отверстие, которое поддерживает оптимальное давление в процессе приготовления яиц при закрытом контейнере. На самом деле данные формы предназначены не только для варки и запекания яиц. А в данных формах можно формировать такие небольшие котлетки, творожники, кексы. В общем, применение довольно широкое. Основным плюсом именно для нас при использовании данных форм является то, что яйца после варки не нужно чистить от скорлупы. Нет необходимости остужать яйца для того, чтобы их почистить, поэтому готовый продукт уже на стол подается в горячем виде. Перед применением форму лучше смазать, затем мы разбиваем сырое яйцо в форму, закрываем крышкой и можно погружать контейнер в воду. Я формочки не смазываю, я их опрыскиваю маслом. И вот в этом мне как раз помогает следующий товар – емкость для масел с пульверизатором. Поверьте, на моей кухне подобных емкостей было множество, но это оказалось самой удобной. Во-первых, она действительно распыляет масло, а не бьет струей. Ну, хороший объем, хороший обзор. Тут вот я еще наклейку наклеила, в комплекте этой наклейки нет. Ну и масло никуда не протекает, то есть если вам этого не нужно. Стоит отметить, тут очень удобная ручка, довольно комфортно держать емкость в руке и, собственно, использовать ее по назначению. После использования, а точнее опрыскивания, не нужно каждый раз вытирать носик, так как с него масло не течет. Просто поставили баночку, и она будет чистой и аккуратной. Саму емкость для масла, а также формочки для яиц можно мыть в посудомоечной машине, что вот лично для меня немаловажно. Следующий товар, так же как и форма, предназначен для варки яиц. Данный таймер позволит вам отварить яйца в смятку, вкрутую, в мешочек, в общем, так, как вы больше любите. При комнатной температуре таймер оранжевый. В процессе приготовления цвет таймера меняется, причем он меняется по окружности и становится ярко-желтым. Основной минус данного таймера – это едкий запах, причем после первого, после второго, после 10-го использования запах все равно в процессе приготовления слышен. Сам таймер погружается в воду вместе с яйцами, и, собственно, вам остается только следить за тем, как меняется цвет. Соответственно, на каждом этапе вы можете вынуть яйца, ну, то есть и получите ту готовность, которая вам больше всего нравится. На момент озвучивания видео таймер у нас в ходу уже больше 3 месяцев, и вот этот химозный аромат уже не так слышен. Сейчас на своих экранах вы видите, как таймер меняет свой цвет в процессе приготовления. Что еще примечательно в данных формах для яиц, это то, что вы на любом этапе приготовления с легкостью можете достать, например, одно яйцо пораньше, и оно у вас будет в смятку, другое яйцо попозже. И так как тут вот на крышечках довольно удобные ручки, при этом ручки особо не нагреваются.
После приготовления мы откручиваем крышку, немного поддеваем вилочкой, и, в принципе, сами яйца уже выскальзывают на тарелку. И вот уже симпатичные, готовые, а главное горячие яйца можно подавать к столу. Следующий товар, как ни странно, будет тоже для яиц. Это подставка, решетка для яиц в холодильник. На самом деле яйца не обязательно хранить в холодильнике, но большинство из нас хранят их именно там. При выборе держателя для яиц для меня главным было то, чтобы он был компактный, то бишь не занимал много места. И также для меня было важно, чтобы я могла доставать яйца с холодильника сбоку. Многие хранят яйца на дверце холодильника в специально отведенной полочке, но у меня на этой полочке более важные, скажем так, более часто доставаемые продукты, поэтому решили приобрести такой вот держатель. Он легко раскладывается, складывается, много места не занимает, при этом вот каждый отсек у этого держателя, он тоже еще и складывается. Это очень удобно. Например, верхний ряд у вас уже пустой, вы можете его сложить, и то есть вам легче будет со второго ряда забирать яйца. На самом органайзере есть ползунок. При помощи него вы можете выставить число того или иного месяца, когда вы, собственно, закупили яйца, так, чтобы отслеживать срок годности. Данный органайзер рассчитан на размещение 24 яиц, но на самом деле на верхний ярус можно еще пару-тройку яиц доложить. Ну и так как я уже сказала, для меня было важно, как бы я ни поставила полку в холодильник, мне главное было, чтобы я могла дотянуться до яиц со всех сторон. Сам органайзер легкий, его удобно доставать с холодильника, заполнять яйцами и снова размещать в холодильнике. Много места он не занимает. Ну и вот так вот органайзер разместился у нас в холодильнике, и как вы сами можете видеть, без проблем можно достать яйца сбоку, то хоть как переставлять их, все удобно. Следующий товар – это разделитель для полок раздвижной. Заказывала я его также для холодильника, хотела немножко организовать там вот продукты на самой полке. Сам разделитель пластиковый, свободно раздвигается, задвигается. По качеству, во всяком случае, у меня претензий к нему нет. Но вот именно нам в холодильник он не подошел. Данный разделитель можно использовать не только в холодильнике, можно использовать также и в шкафах, как-то организовывать там пространство. Можно также использовать в ящичках каких-нибудь. В общем, применение найти можно. Единственный минус, почему он именно нам не подошел, потому что вот эта вот клипса, держатель, она рассчитана на определенную толщину. У нас на дверце холодильника полки с довольно толстыми стенками, и вот этот вот держатель, он, конечно, налазит, так как это пластик, но он соскальзывает. Держатель хорошо держится, если толщина края не больше 1 сантиметра. Как говорится, в хозяйстве все пригодится. Все равно я нашла применение данным разделителям. Следующие разделители уже и побольше, и длиннее. Их я заказывала в кухонные шкафчики. Данный разделитель раздвигается с 28 сантиметров до 50 сантиметров. Но у продавца также есть разделители и других размеров. Устанавливается удлинитель довольно просто, по бокам есть такой вспененный двухсторонний скотч, но в принципе и без него можно обойтись. Я выбрала для себя прозрачные разделители, но у продавца есть также белые и коричневые. Сам по себе пластик не тонкий, но вот эта вот вся раздвижная конструкция, не могу сказать, что прям вот очень удобная и надежная. Тем не менее, разделитель со своей задачей справляется. В принципе, вы установили его один раз, и он, собственно, и стоит. Высота разделителей 8 сантиметров, то есть они подойдут даже для узких кухонных шкафчиков. И вот так вот они разместились в моем кухонном шкафчике.
Дальше речь пойдет о наборе кухонных лопаток. Вот мне нужен был именно такой набор. Половники мне вот не нужны, а вот лопаток всегда не хватает. Если в этом наборе вместо кисточки была бы еще одна лопатка, было бы вообще прям идеально. Все лопатки разного размера, также в наборе есть лопатка для блинов, ну и, как я уже сказала, ну, такая кисточка для смазывания. Каждая лопатка имеет такое довольно упругое, прочное металлическое основание. Сам силикон качественный и выдерживает температурный режим от минус 40 до плюс 230 градусов. Этим набором я пользуюсь очень часто, каждый день. При этом уже несколько раз набор у меня мылся в посудомоечной машине, и все предметы, они вот как новые. То есть вот качество действительно отличное. На ручке каждой лопатки есть отверстие, которое позволяет подвесить эти самые лопатки. Но они у меня хранятся в шкафу, как вы видели. Также у продавца представлено несколько вариантов цветов данного набора. Следующий товар маленький, но удаленький. Большое спасибо тому, кто это придумал. Эта малышка является подставкой для ложек и крышек. И она настолько удобная, что я в итоге заказала вторую. Сделана она из пищевого пластика, легко моется. Также можно ее мыть и в посудомоечной машине. Есть отверстие для того, чтобы можно было ее подвесить. Изначально я думала, что такая малышка не удержит крышки с большим диаметром, то есть свыше там 30 сантиметров. Но, как оказалось, она вообще уверенно, устойчиво, спокойно держит подобные тяжелые крышки. Крышку можно установить так, как вам больше нравится, и в том и в другом случае крышка надежно держится. Хозяюшки, присмотритесь, это действительно очень удобная штучка. А мало того, что всегда вы можете разместить какую-то такую вот грязную ложку, половник, еще и крышку, да, с которой вот там вот что-то стекает. И при этом вся жидкость будет стекать в этот держатель, который, как я уже сказала, в итоге потом очень легко помыть. Следующая моя помощница – это ложка универсальная. И по заявлению продавца, чего она только не умеет. Ее можно использовать и как совок, как толкушку, как взбиватель. Можно также использовать как разделитель желтка от белка, как сито. И также можно ее использовать как измельчитель. В этой части ложки такие зубчики, о которые можно натереть чеснок. Ну вот чеснок или имбирь. В основном я использую данную ложку как дуршлаг. Это очень удобно при приготовлении небольшого количества, скажем так, пельменей или цветной капусты, ну или каких-то других овощей. Если овощи очень хорошо сварены, то при помощи вот этих вот зубчиков можно сделать пюре. Но я повторюсь, овощи должны быть очень хорошо сварены. Иначе ложка гнется и, скажем так, приготовление пюре может так вот затянуться изрядно. В качестве разделителя желтка от белка данная ложка тоже довольно хорошо с этой задачей справляется. Но вот в качестве взбивалки, ну, лично мне немного неудобно. Скажем так, по форме, наверное, мне совсем неудобно. Мне проще взять венчик. Но, к примеру, если нужно взбить, например, одно либо два яйца, и так вот по-быстрому, то с данной ложкой это будет намного быстрее и удобней. У данной ложки минус только один. Во время приготовления сама ложка, она немного болтается, так как не особо прочно прикреплена к ручке. Но, тем не менее, она не выпадает. И уже много раз я ее мыла в посудомоечной машине. Да, ее можно мыть в посудомоечной машине. Ну вот пока что не выпадает, хотя я уже пользуюсь ею тоже больше уже 3 месяцев. Также мне понравилась силиконовая подставка под горячее, она же прихватка. Размер ее 18 на 18 сантиметров. Тут есть отверстие для того, чтобы можно было подвесить данную подставку а-ля прихватку. Сам силикон качественный, выдерживает до
плюс 240 градусов. И вот видите, он абсолютно спокойно принимает любую форму. Очень удобно хранить, много места не занимает, легко моется, при этом можно мыть и в посудомоечной машине. Ну вот, как по мне, так это идеальный вариант и в качестве подставки под горячее, и в качестве прихватки. Стоит отметить то, что силикон не скользит, это значит, что ни кастрюли, ни сковородки, ни сотейники с прихватки не выскользнут и не упадут. Ну а дальше речь пойдет об органайзере для посуды. На самом деле в данном органайзере можно организовать хранение тарелок, крышек, сковородок. Можно также использовать данный органайзер в качестве сушилки для тех же самых тарелок. Единственное, тогда под органайзер нужно будет постелить влаговпитывающуюся салфетку. Подставка раздвижная, в сложенном виде 30 сантиметров, в разложенном 55. Добротно, качественно сделано, но самое примечательное в ней то, что вы можете сами регулировать толщину отсеков. То есть для тарелок поуже, для сковородок пошире. Можете там один широкий отсек, один узкий отсек сделать. В общем, именно так, как вам нужно. Приходит она в разобранном виде, но для сборки на самом деле инструкция даже и не нужна. В собранном виде высота подставки составит примерно 15 сантиметров. Имейте это в виду. То есть обязательно померьте высоту своего шкафчика. Но у меня вот она отлично разместилась. И большие леганы, большие блюда и маленькие тарелки. Все хорошо разместилось. Следующий товар – это вращающийся органайзер диаметром 27 сантиметров. Сам держатель довольно прочный, хотя и легкий, пластик не тонкий, качественный, крутится на 360 градусов, есть ножки для устойчивости. В общем, в принципе, довольно удобный и качественный органайзер. Хорошо, что у данной подставки есть бортик, хоть и невысокий, но благодаря ему специи, ну, либо неважно, что вы поставите на этот органайзер, при прокручивании не будут выпадать. Мне кажется, это отличное решение для организации в глубоких шкафчиках, там, где, скажем так, на заднем плане постоянно что-то нужно доставать, и это не совсем удобно. Ну и вот так вот этот органайзер разместился у меня в кухонном шкафу. Следующий мой помощник – это силиконовый дуршлаг для кастрюль. За счет того, что он силиконовый, он гнется, складывается и, в принципе, для хранения много места не займет. Также за счет своей пластичности его можно установить на кастрюле любого диаметра. Удобно то, что производители продумали специальный носик для слива и две клипсы, которые, собственно, и крепятся к кастрюлям. На самом деле вот эти прищепки можно прикрепить и к мискам, но если миски у вас не с широкими бортами. За счет вот этих вот металлических механизмов зажима вам не нужно придерживать дуршлаг руками во время слива. Это очень удобно. Силикон, как я сказала, очень качественный, выдерживает температурный режим от минус 20 до плюс 220 градусов. И данный дуршлаг также можно мыть в посудомоечной машине. У продавца данный дуршлаг представлен в 5 цветовых решениях. Можно выбрать, какой вам больше подходит под вашу кухню, скажем так. Ну а сейчас вот я показываю, как он легко, в принципе, устанавливается на кастрюле разных диаметров. И даже на мою самую большую кастрюлю данный дуршлаг отлично установился. Следующий дуршлаг-миска предназначен для мытья риса. Сам дуршлаг выполнен из пищевого пластика, на ровной поверхности он довольно устойчив. Миска выполнена довольно такой в оригинальной форме. Там, где находятся отверстия, миска немного завышена. За счет этого вода во время мытья риса, скажем так, или любой другой крупы, а может быть даже ягод, вода через вот эти вот дырочки вытекает,
и, соответственно, сам продукт не вываливается, не перетекает из миски. Основной минус данного дуршлага в том, что длиннозерновой рис без проблем, беспрепятственно через вот эти самые дырочки вытекает. Но круглозерновой рис или, например, вот как в данном случае гречка, отлично промываются и через отверстия не вытекают. На своей кухне я решила избавиться от большого громоздкого дуршлака, который занимал много места. И вот на Wildberries я нашла друшлаг, который не занимает много места в сложенном виде, а в разложенном виде он тоже довольно большой, глубокий, именно то, что нужно. Также у данного дуршлага есть выдвижные ручки, которые по заявлению производителя можно раздвинуть по размеру любой раковины. Также стоит отметить, что данный дуршлаг за счет ножек очень устойчив на ровной поверхности. К тому же его можно мыть в посудомоечной машине, и он быстро складывается и раскладывается. Для мытья, для чистки овощей либо фруктов данным дуршлагом пользоваться одно удовольствие. При этом, конечно же, самый такой вот неоспоримый его большой плюс в том, что он не занимает много места, то есть для хранения много места он не требует. Дальше речь пойдет о сушилке для зелени. Это такая ручная механическая центрифуга, которая позволяет быстро помыть и, скажем так, подсушить зелень. Ну, не только зелень на самом деле, но и ягоды, ну и какие-то мелкие, может быть, овощи, горошек, например. Сама сушилка состоит из чаши, из друшлака и крышки с вот этим вот крутящим механизмом. При получении данного товара он вообще никак просто не внушал мне доверия. Ну, такой какой-то пластик очень хлипкий на ощупь, да и сам друшлаг, вот эта вот чаша, они тоже довольно из такого тонкого пластика. Тем не менее, использовав данную сушилку несколько раз, я поняла, что ее нужно хранить и беречь, потому что пользоваться ею действительно удобно. Теперь не нужно доставать специальные полотенчика, на которые выкладывалась зелень, ждать там несколько минут, чтобы вода немножко так вот выветрилась, для того, чтобы в салате не было много жидкостей. В чашу я засыпаю зелень, заполняю водой, добавляю несколько ложек поваренной соли и оставляю минут на 10-15 для того, чтобы все, что не нужно, от зелени отстало. Затем я тщательно промываю зелень, из миски выливаю большую часть объема воды, устанавливаю крышку и единственное, что остается, это несколько раз прокрутить вот этот вот самый рычаг для того, чтобы запустить саму центрифугу. При этом больших усилий я не прикладываю, немного раскрутив центрифугу, ее можно отпустить, и она сама безучастно крутится. Чистую подсушенную зелень, либо ягоды я храню прямо в этой центрифуге, в холодильнике, и в любой момент можно достать и использовать зелень в салате. Единственный минус всего этого устройства – это то, что оно очень много занимает места. Следующий товар – это овощечистка, она же овощерезка. Сама конструкция полностью металлическая, довольно увесистая. Есть специальная петелька, за которую можно подвесить овощечистку. Ну и вот так вот на ощупь вот все зубчики довольно острые. Удобная массивная ручка во время использования не выскальзывает. Ну и, конечно, примечательно то, что данная овощечистка, она еще и овощерезка. Причем ею можно нарезать не только овощи и фрукты, также можно нарезать тонкими слайсами сыр. В качестве овощечистки она очищает овощи и движениями руки к себе, и движениями руки от себя. Это кому как удобно, кто как привык. Ну, то есть в любом случае к этой овощечистке приноровиться. По бокам овощечистки есть специальное приспособление для удавления глазков, причем они такой с одной стороны побольше, с другой стороны поменьше. Очень удобно
удалять вот такие вот какие-то ненужные фрагменты с овощей, либо с фруктов. Ну и нарезка соломкой еще один плюс. Правда, соломка получается для картошки фри мелковато, а вот для салата, такого как, например, морковь по-корейски, вот отличный размер получается. А вот следующая овощерезка отлично подходит для нарезания картофеля соломкой для картошки фри. Также можно ею нарезать картошку кубиками. Ну, не только картошка, вообще овощи и фрукты кубиками. Овощерезка выполнена из пищевого пластика. Конструкция довольно простая, быстро собирается, быстро разбирается. Можно мыть в посудомоечной машине. И с сырыми, и уж тем более с вареными овощами данная овощерезка без проблем справляется. Единственное, при нарезании сырых овощей нужно будет, конечно, приложить силу. Ну, а нарезку сваренных овощей можно даже доверить и ребенку. Из минусов во время нарезания из контейнера выпадают мелкие элементы, да, и если, например, вам нужно картошку нарезать именно соломкой, да, то есть вы целиком ее ставите, то для того, чтобы вот эта соломка получилась, нужно приложить такую вот мужскую силу. При этом для нарезки соломкой огурца, либо вот сваренных овощей, какой-то вот прям мужской силы не нужно. Следующий товар – это точилка для ножей. Нам нужна была компактная, простая, так чтобы вот быстренько достали, установили, поточили ножи и убрали. В данной конструкции победитовые заточные элементы, и сама точилка автоматически обеспечивает оптимальный угол для заточки ножей. Тут вакуумное крепление к столу, и оно очень так вот прочно, надежно крепится на столешницу. К тому же на корпусе есть такая стрелочка, которая, в принципе, и показывает, в каком направлении нужно двигать лезвие ножа для того, чтобы его правильно заточить. Со своей задачей данная ножеточка отлично справляется. Много места для хранения не занимает, в любой момент достали, быстро поточили, причем для заточки вот буквально пару-тройку раз достаточно провести, и нож будет острым. Ну а дальше речь пойдет о мусорном ведре объемом 7 литров. У меня на кухне под раковиной в шкафчике установлено 2 мусорных ведра, но для того, чтобы выкинуть мусор, неважно, даже какую-то самую мелочь, да, приходилось именно открывать ящик, выбрасывать мусор, потом закрывать этот ящик. Если честно, данное ведро приобреталось исключительно для того, чтобы по-быстрому туда смахнуть что-то мелкое, либо вот при чистке овощей очень удобно очистки сразу туда раз и выкинули. Но теперь всем лень открывать вот этот ящик с мусорными ведрами. Сразу же прямиком все идет в это мусорное ведро. Ведро можно установить на дверцу шкафчика. И примечательно то, что если вдруг с пакета что-то протечет, ничего страшного, ведро оно герметичное и на полу никакой грязи не будет. Есть отсек для хранения пакетов, но и обычные пакеты с магазинов к этому ведру отлично подходят. В сложенном виде ведро сильно не выпирает, ширина составит буквально 8 сантиметров, ну а полностью разложенном виде ширина составит 18 сантиметров. Ну и последний товар в данном обзоре – это безопасная открывашка для консервов. Открывашка очень качественно, добротно сделана, есть отверстие для того, чтобы можно было ее подвесить. Ножи выполнены из закаленной нержавеющей стали. И также удобная тут ручка, она прорезиненная, и поэтому довольно так комфортно держать ее в руке и не скользит. Для установки открывашки мы сначала прокручиваем винт против часовой стрелки. Устанавливаем открывашку. Откручиваем до того момента, пока вот вы не поймете то, что нож встал прям вот по толщине вашей банки. И затем уже по часовой стрелке крутим винт. Банка при этом
ну так, сама крутится, и в процессе, собственно, она и открывается. Поначалу открывашка кажется не совсем удобной, потому что мы не видим вот этот вот самый срез, его пока что не видно, и поэтому мне было очень сложно понять, открывает она вообще или нет, но после того, как несколько раз, вот несколько банок вы откроете, то есть вам принцип уже будет понятен и уже не будет никаких проблем. В итоге мы получаем ровный срез без каких-то вот таких вот грубых явных зазубрин. При этом примечательно то, что срезанную крышку мы и дальше можем использовать в качестве крышки для этой же самой банки. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезным, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!